Поможем Оле найти говно. Направо! Так она оттуда течет. Я видел кей-поп или на группу Нана. А пойдем на крышу заберемся? Чекисты следят за вами. Ехайте прямо. Ты из какого города? Из Каменногорска. Так, друзья, всем привет! Всем привет! Я сейчас вас познакомлю с невероятной девушкой. Во-первых, ее зовут Оля, что уже неплохо. Потому что Оля это почти как Олег, а мы знаем, что Олег это лучшее в мире. Во-вторых, Оля живет в Сеуле. Я еще не познакомил с тобой. Что ты, куда ты, подожди. Тебя еще нету. Так вот, Оля живет в Сеуле, в Южной Корее. Но что самое главное, у Оли самый популярный YouTube канал про Корею на русском языке. Вот. Привет. Да, это Оля. Оля, расскажи, как ты дошла до жизни такой вообще? Что ты здесь делаешь? Живу Ты где родилась? в Казахстане. Ты родилась в Казахстане. Как ты оказалась в Южной Корее? Когда мне было 19 лет, я приехала сюда работать. Я хореограф по образованию. Угу. Вот. Приехала работать и влюбилась в Корею сразу, и так до сих пор и осталась. Уже 18 лет здесь живу. Половину жизни ровно я живу здесь, в Корее. Ты живешь в Исаеве. У тебя есть уже семья, Да, дети, да, все хорошо? все запущено. Сюда, ну. Ну как нет, ну было, да. Я начинаю сомневаться, что Оля живет в Корее, и что у нее все хорошо. Смотри, я правильно еду? Да, ты смотри. А почему не говорит ничего? Потому что я говорю, а не он, мы не можем вдвоем. Направо! Нет! Да! Так, ты поехал второй поворот. Слушай, почему он так тормозит? Потому что я тебе говорю, у вас проблемы с картами. Я, кстати, ничего не хочу сказать против Казахстана, но последний раз человек, который сражался с навигатором Так, в моей что, сюда? жизни, Нет? нет, прямо, теперь уже все прямо. Он был в Алмате. Значит, друзья, дело было так. Я вам объясню, что вообще происходит. Я решил поездить по пригородам, посмотреть на новые районы, посмотреть, как вообще корейцы живут. И спросил в Инстаграме, да, кстати, на который вам нужно обязательно подписаться. Инстаграм Варламов, подписываемся, чтобы не пропустить ничего важного, потому что там я публикую в сторис прямо онлайн, что со мной происходит. И я спросил, как найти машину. Здесь надо будет направо. Как найти машину, чтобы поездить. Оказалось, что машину найти здесь не так просто, потому что вот туда, вот сюда, да, смотри, я как навигатор. Ехайте прямо, ехайте направо. Оля откликнулась и сказала, что она может помочь и показать Корею, которую она так любит, показать новые районы. Сюда. Вот туда. И вообще рассказать про Корею, чтобы наконец-таки мы Корею полюбили. Скажи что-нибудь по-корейски. Что сказать? 안녕하세요. Подписывайтесь на мой канал. 우리 채널 구독해주세요. Ставьте лайк. 좋아요 눌러주세요. Так, все, Оля мне еще выучит корейский. А у тебя сколько детей? Две девочки. Да. Две девочки. Они по-корейски говорят. Да, они только по-корейски. Они только по-корейски. Ну и муж у тебя, соответственно, кореец. Ну, конечно. Все. Ну, конечно, нет. Что еще, конечно. Вы видели японские канализационные люки? Это же настоящее произведение искусства. И что самое классное, в каждом городе они со своим фирменным дизайном. А еще их очень часто раскрашивают в разные цвета. Можно гулять по японским городам, собирать целые галереи из фотографий офигенных люков. Вот бы у нас тоже такую красоту делали вместо этих вот страшных однообразных люков по ГОСТам. Если вам тоже надоели российские люки, срочно бросайте все и выдвигайтесь в Японию. Думаю, вы знаете, где искать самые дешевые билеты на сайте Aviasales. Этот сервис мониторит цены у сотен авиакомпаний и за считанные минуты подберет вам самые выгодные. Кстати, у Aviasales есть удобное мобильное приложение, там работают все те же функции, что и на сайте. Разницы нет никакой. А еще, если вы будете покупать билеты через приложение, то вам не надо будет вручную вводить паспортные данные. Их можно будет просто отсканировать через камеру телефона. Ссылка на приложение в описании к этому ролику. Тебе открыли дверь? Да.
Ты здесь жила? Да, я здесь жила в этом доме, в этом подъезде. Мы вчера только отсюда переехали. Поэтому меня еще все помнят. Почему переехали? Почему переехали? Потому что это многоэтажка, я пересмотрела Варламова. И решила, что я не буду жить в многоэтажке больше. Нельзя жить в таком жилье. Где мы? Что происходит? Это пригород. Можно материться? Да. Епня. Ты От с Сеула 40 километров. Усть-Каменогорска? Да. Ну, там все матерятся, поэтому ты Да? можешь спокойно материться, да. Слушай, ну это ладно, это какой-то очень хороший район. Нет, это Ну-ка. обычный район. Вот это самый обычный дом, это не элитный дом. Но он, во-первых, он невысокий. Ну как не высокий? Ну, Ты как сказал, невысокий? что все, что выше 9, то высокий. Это 15, высокий. Многоэтажка, муравейник. Не, ну смотри, вот здесь какие-то вообще вот это что? Это терраса хаоса называется. Последнее время в моду вошли. Так, у нас есть проблема. Проблема в том, что Оля, судя по всему, поскольку она снимает блог про то, как хорошо в Корее, как она любит Корею, она все любит. Она не хочет нам показывать ужасные районы, отвратительные новые районы, не хочет показывать ужасные многоэтажки. Она привезла меня вот, в хороший район. Такие вот сосенки здесь, все зеленое, дома относительно невысокие. Нет, я жду, что ты будешь хейтить сейчас. Вот этот Что? заборчик. Нет, все красиво, не буду. Как не будешь? Зря, что ли? Да, потому что Приехала. ты показываешь плохие районы. В новых районах плохих нет. Сколько здесь стоит квартира? Здесь начиная от миллиона, а в многоэтажке от 700 тысяч Чего? долларов. Это сколько метров, какая квартира? Минимальная площадь в многоэтажке 100 квадратных метров, а здесь, по-моему, 150. Это спортивная дорожка, велосипедная дорожка, причем это велосипедная сеть, она идет до Сеула. Можно доехать, не выезжая на улицу. Подожди, давай. Серьезно? Я опять буду нахваливать, скажут, что Да. я ненормальная. А кто-то уже так говорил? Конечно. Кто? Да все говорят, что ненормальная. Что ты все нахваливаешь? Все, ладно. Вот, и от каждого такого жилого комплекса обязательно идет дорожка в лес, в горы. Корейцы обожают ходить в горы. Ходят обязательно. И все оформлено и фонариками, и там, и камерами, и, в общем, безопасно, красиво. То, что, ребята, у нас называется чекисты следят за вами, здесь называется оформлено камерами. Нет, ну, безопасность превыше всего. И вот по таким дорожкам мы сейчас можем с тобой пойти Далеко в горы. прямо далеко. Прям далеко. Давай мы не пойдем в горы, Да, поскольку здесь потому жарко. что жарко очень. И та гора 600 метров, в которую я хожу, высота 600 метров. И на горе в Корее наливают брашку. Всем, кто дошел до вершины, наливают. Корейцы очень следят за своим здоровьем, они обязательно в горах Пьют алкоголь. алкоголь, да. Кстати, на территории всех жилых комплексов нельзя курить вообще. Видишь, везде висят такие таблички. Штраф $100. То есть курильщики не то, что в доме не могут курить, они даже не могут выйти во двор и покурить. То есть Сразу штраф. даже на балконе нельзя покурить? Нельзя покурить. И в туалете нельзя покурить. Потому что там вентиляционное, да, это отверстие. А вы не пробовали делать вентиляцию так, чтобы запах в соседней квартиры не Наверное, шли? не пробовали. Может, так стоит задуматься? Наверное, это дорого. Ну, я извиняюсь, подожди, а если в туалете кто-то не покурил, а, например, сходил в туалет? Но это другое. Дым, понимаешь, он Чего дым? он вредный. А все остальное не Под- так вредно. Подожди, то есть если сосед вчера что-то не то съел, и у меня в квартире начинает вонять, это типа нормально. Не, ну А если он почему-то покурил, это кошмар и ужас. почему-то, знаешь, вот эти запахи не доносятся. А Они сигареты сигареты доносятся, да. То есть, ребята, если вы нормально делаете вентиляцию, то нигде никаких запахов не будет. Раз в неделю все выносят отходы, которые копят целую неделю. А каждый день можно выносить пищевые отходы. Они вот выбрасываются в такие по карточкам. Например, если ты в мешочке вынес, да, пищевые отходы, ты их выбросил, а мешочек грязный сюда сложил, то есть с другими мешочками его нельзя класть. А сюда выносится тоже такой вот мусор, который сжигается. Его тоже можно каждый день выносить, но пакеты платные, стоят довольно дорого. Все нужно отдельно выбрасывать. Отдельно бумага. Здесь сюда выбрасывается одежда. А это ящик для масла, например, если отработанное масло осталось, вы яичницу пожарили. Масло нельзя сливать в канализацию, а горячее тем более. Его вот выносят сюда, выливают отдельно масло. Здесь вот руки помыть можно. Что будет, если ты
просто возьмешь и... Ну, ты просто будешь нехороший человек и редиска. Вот и все, да? Да. А сколько арендовать здесь стоит квартиру? Смотря какая аренда. То есть, если ты, например, 70% залог кладешь от стоимости квартиры, то ты вообще бесплатно живешь, платишь только за коммуналку. То есть корейцы в основном они снимают жилье. Подожди, что значит ты ложишь 70% залог? Ну, например, смотри, квартира стоит $700 тысяч. Если Так. у тебя есть $500 тысяч, ты кладешь залог, ты ее не покупаешь, ты ее арендуешь, ты отдаешь этот залог, потом его тебе возвращают до копейки. Вот. И ты не платишь вообще ничего в месяц арендную плату, ты платишь только за коммунальные услуги. А за это время владелец этой квартиры, да, он эту сумму как-то проворачивает, что-то с ней делает. В общем, выгоду получает из этого, что он деньги эти проворачивает. А если без залога? Без залога вообще нельзя снять никак в Корее. Залог минимальный. Но на такую квартиру залог минимальный где-то будет $50 тысяч. Их потом возвращают также до копейки. И если залог $50 тысяч, то помесячная плата $1000. Это за квартиру, которая стоит 700 тысяч? Да. Это у нас спортклуб. Никто никогда не спрашивает, нет. То есть можно просто... Вообще просто можешь... Если ты живешь здесь где-то в левом Да, районе, да. приезжать сюда и ходить в спортзал. В душ сходить. Душ есть. То есть, в принципе, если ты бездомный, живешь в лесу, в палатке, ты можешь пользоваться всеми услугами жилого комплекса. Это вот самый-самый минимальный такой набор. Это не элитный, в элитных там и гольф, поля есть, и, ну понимаешь сам, да, и бассейны, и сауны. Это вот самое на минималках, можно сказать, жилье. Апарты, вот именно апарты на минималках. Невероятные, потрясающие многоэтажки. Я сейчас объясню, друзья, потому что до меня сюда приезжал Аркаша Гершман. Я приеду через 20 лет сюда, когда весь район снесут и будут строить заново, и вы увидите нормальные улицы. Наш маленький комнатный урбанист, вы его хорошо знаете, он иногда появляется у меня на канале, вот мы с ним иногда даже вместе ездим. О, слушай, а давай такая вот эта урбанистика без слов. И Аркадий, когда был в Корее, он в такой очень ультимативной форме начал возмущаться, какие здесь ужасные эти микрорайоны и все остальное. На самом деле, это просто другой формат застройки. Это не только в Корее, это в Сингапуре, в Китае, в Гонконге, то есть, вот, в принципе, вот, везде в Азии вот эти новые жилые комплексы, они строятся вот так, да? Что это такое? Это мы берем такой большой квартал, он застраивается действительно многоэтажными зданиями. Здесь нужно понимать, что качество строительства здесь гораздо лучше, чем то же самое, что строят в России, но смысл не в этом, что весь двор, который у них есть, это такой вот большой сад, там нету машины, фактически это такие вот многоэтажки в парке. То есть это просто другой формат жизни, другой формат застройки. В России это не практикуется. То есть почему мы хейтим все эти многоэтажные районы в России? Да? Потому что в России, во-первых, это супер дешевое жилье, и там нет ничего, кроме парковок. Во-вторых, принципиальное отличие, да, то есть здесь каждый жилой комплекс это некое свое сообщество. Там есть своя охрана, люди платят, они платят за обслуживание, да, там понятно, что это их. И люди понимают, что вот они живут в этом жилом комплексе, это их жилой комплекс, у них здесь есть бассейн, у них есть тренажерный зал. По концепции это как отель в Турции. Это вот территория этого отеля. Микрорайонная застройка, практикуемая в России, она не подразумевает наделение, где вот это двор одного дома, двор другого дома, да, у нас просто строят самое дешевое убогое жилье, пихают эти многоэтажки, а вокруг просто убожество, асфальт, грязь, строительный мусор, и больше нету ничего. Я считаю, что у нас европейский путь развития, мы обсуждаем для России не азиатский, а европейский путь развития, который не предполагает такого формата застройки. Тот же самый климат. То есть там в нашем климате это было бы супер дорого содержать. Потом у нас у людей нет возможности за это платить. Вот ты какую квартплату здесь платишь? Дорого выходят только зимние месяцы, около $300 выходят зимние месяцы за обогрев. $300 только обогрев? Нет, все вместе. Все вместе. Нет, за летние месяцы там 100 с копейками. То есть это электричество, это уборка, это мусор, все, телевизор, интернет, да. Вообще все. Нет, интернет отдельно. Мы нашли еще один район. Здесь дома уже повыше, это уже похоже на многоэтажки. Друзья, давай, чтобы ты в кадре попадал. Друзья, Нет. Только что Оля решила рассказать мне, какие корейцы молодцы. И как они делают газон выше тротуара, и у них вот говно на тротуар не течет. Ну нет уже говна. Нет уже говна. Давайте покажем, поможем Оле найти говно. Во-первых, из-за того, что они просто не продумали водоотвод, здесь вот все это говно, оно стекает сюда. Дальше оно стекает сюда, просто здесь они ее моют постоянно. Чё?
Ни разу не видел, чтобы они его мыли. Не моют здесь. Посмотри, Корейцы вообще посмотри. они даже не подметают. Они ходят с щипцами, Они знаешь, их как подметают. Извини меня, они только что покосили траву. убирают? Да, это... И если бы они... они сдувают. То есть хорошо видно вот вся эта грязь, которая стекает на плитку. Вот она. Что? Ну что ж, Слушай, ну а здесь и ну пригорка нету даже. ну ты... Так она оттуда течет, вот. Потому что здесь она водой, она Так, сейчас а смывает. здесь-то чистота. Так потому что здесь она водой так смывается, а здесь она оседает. Ну, это же так и работает. То есть Так, все... вот сток, да? Да, а здесь специально сделали так, смотри, там сток. Оля. Так все. В общем, здесь стоит какой-то шкаф, который называется Rainwater Recycling System Suwon. Это название города, где мы сейчас находимся. Вот так все выглядит. В общем, я так понимаю, это они берут дождевую воду, да? Да, и очищают. Чего себе. И детям здесь устроили аквапарк. Есть садики побольше, вот у меня дочка ходит в садик побольше, и если садик не такой преддворовой, обычно преддворовой ходят совсем маленькие дети, там везде есть огороды, дети обязательно земледелием занимаются. То есть они на огороде в форме игры считают там баклажаны, перцы, вот такое вот. То есть детям дают детство. Сколько стоит садик? Садик покрывает практически полностью государство. Доплачиваешь только за дополнительные какие-то занятия. Мы доплачиваем 200 тысяч вон, это где-то $180 мы доплачиваем. А это кто-то выбросил диван, и он наклеил какую-то наклейку на него, да? Без такой наклейки не утилизируют, не заберут. Приезжает специальная машина, которая все это забирает. То есть он заплатил деньги и приклеил, что он Да. заплатил? Сколько он заплатил, здесь не написано? Здесь не написано сколько, но... вот написано, 2000 вон. То есть он за этот диван заплатил 2000, ну недорого. Слушай, а что так мало? А здесь 4000 за вот Да? это. Ну вот, видишь, это как бы за целый диван 6000 вон. Но это недорого, я считаю тоже, что каждая работа должна оплачиваться, правильно? Хорошо, смотри, а если я такой уж прямо совсем злодей, и я беру свой мусор и отношу его в соседний жилой комплекс? Если такие нарушители как бы бывают, они достают вот этот весь мусор, ищут какие-то чеки именные, например. Там. Они проводят Да, расследование? они проводят расследование. А пойдем на крышу заберемся? Нас могут не пустить в подъезд. Как нас могут не пустить в подъезд? Нет, они сейчас спросят, вы к кому? Что сказать? Что соврать? Оля, как не стыдно? Слушай, ну ты с тобой проведешься и испортишься вообще. Значит, смотри, если ты на своем канале выложишь про меня что-то плохое, то, во-первых, придется рассказать твоей маме, что ты материшься. Во-вторых, придется рассказать, что ты пьешь пиво за рулем. В-третьих, придется Усть-Каменогорску рассказать, что ты обманываешь корейских консьержей. 39 этажей. Да. Вот, милый подъезд. Друзья, меняем планы, полностью меняем планы, потому что Оля только что рассказала, как стать известным. Это написать что-нибудь про кей-поп плохое. И к вам видео прибежит кучу хейтеров, у вас сразу вырастет трафик. И что дальше случится? Станешь знаменит? Да, станешь знаменитым. А как мы знаем, друзья, все пиар, кроме некролога. Итак, что такое кей-поп? Это корейская попса, ну сокращенно, потому что корейская попса звучит длинно, они придумали называть это кей-поп. Я, честно, вот я сейчас не шучу. Раньше, когда я ходил по улицам в Японии, в Сеуле и видел вот эти вот фотографии, я был уверен, что это, ну, просто реклама стрижек, парикмахерская. Ну, потому что берут каких-то вот обычно там смазливых моделей, показывают, можно так вот какие-то полукие стрижки здесь делать, заходи, стригись. Оказалось, друзья, что это известные на весь мир исполнители, у которых миллионы фанатов, и все сходят по ним с ума. Это типа вот Иванушки Интернешнл. Или Нана. Сейчас вообще. Ты обидел кого? Я обидел кей-поп или группу Нана? Друзья, чтобы вы понимали, это реально, группа Нана. То есть тоже такие смазливые мальчики непонятной ориентации, которые поют песни, которые... Вот мы же просто приведем эксперимент. Смотри, Нана — это такой кей-поп нашей молодости с тобой. Тоже все сходили с ума, девочки, все там клеили там плакаты. Вот скажи, пожалуйста, сколько песен группы Нана
ты сейчас назовешь. Кроме Упала шляпа. упала шляпа. Так, раз. Все. Все! Мы еще пока ехали, я пытался посмотреть все эти кей-поп исполнителей, несколько клипов, и пытался разобраться, во-первых, чем они отличаются друг от друга, а во-вторых, чем отличаются их клипы. У меня есть чувство, что это все генерирует какая-то нейросеть. То есть по определенным алгоритмам они генерируют какие-то случайные видео, случайные слова, случайные лица. Они все очень накачанные. Если их раздеть, Они идеальны. да. То есть Они идеально выглядят реально. Почему нет? они естественно выглядят или это пластик? Кто-то делает пластик, кто-то нет. Мгм. Сейчас популярны больше те, кто не делает пластик. Раньше делали часто, а сейчас не делают. Они реально красивые рождаются. Тебе нравятся они? Ну, конечно, Да? да. И внешне нравится, просто я музыку эту слушать не могу. Итак, друзья, мы сейчас окунемся в мир кей-попа и посмотрим на этих мальчиков, на девочек. И я постараюсь, честно, проникнуться этой культурой и, может быть, даже кого-то полюбить. Вот один, вот другой. Возможно, это тоже вот эти вот ребята. И вот девочки останавливаются и фотографируют своих любимчиков. В общем, друзья, выяснилось, что фанаты платят деньги за то, чтобы их кумир вот здесь висел. Значит так, чтобы завтра на Пушкинской огромный билборд с моей фотографией. Ребята, иначе все ваши лайки не стоят ничего. Итак, мы прибыли в какое-то место, где можно купить плакат. Это вот эти мальчики, да? Да. Можно купить, повесить у себя над кроватью. И сейчас такой раз, а тут Ким Чен Ын или Путин. Это мальчик или девочка? Это, по-моему, девочка. Это тоже девочка. Здесь трехмерная фигурка, которую можно купить за 365 тысяч вон. А маленький по 35. Но маленький это фигня. Это их руки! С кем у меня совпадает рука? Так, моя любимая группа, погоди. Ну, давай, чтобы хорошо. Ну, мы же можем хоть наоборот с девчонками, как я не могу мальчишку выбирать. Слушай, ну твоя рука как совпадет? Вот, красный вельвет, все у меня совпадет. Кто моя любимая? Так, ну да пусть будет Венди, она Нет, точно не Венди, подожди, ну. Пусть будет... Это, по-моему, самый нормальный, нет? Ну хорошо, давай, пусть будет это, хорошо. Что надо сделать? Улыбайся, улыбайся. Это я. Так, сканируем руку. Так, значит, смотри. Во-первых, мы совпадаем. С ней мы совпадаем, сука, на 92%. Просто мы созданы друг для друга. Тут можно послушать теперь наконец-таки, что они поют. Зачем он поет в деревянный микрофон? Мы продолжаем экскурсию по этому дворцу кей-попа. Это еще не все, это только самое начало. У меня, кстати, есть модный бейджик. О, вон мои эти девчонки-то. Смотри, кубок взяли. Вот красный вельвет. Смотри. Ха! И опять, смотри, опять красный. Золотой диск у них. Надо хоть послушать, что они поют. Значит, сколько стоит вход? 28 тысяч. Ну, пойдем. Значит, есть целый музей, друзья. Целый музей. Здесь выставлены вот костюмы. Это 850 тысяч этот человек было. Лайф-тур в 2013 году. Слушай, ну они же вот внешне вообще не отличаются. Это так кажется, для них, Не, ну, мы не отличаемся тоже вообще. Не, ну подожди, ну у них одинаковые выражения, среди них вот лица, ни одной эмоции. Они в одинаковых позах, у них одинаковые прически. Да при чем здесь хейтеров? Ну подожди, ну серьезно, ну... Они же просто как куклы, все одинаковые. Ладно, а где вот это самое популярное? BTS здесь нет, это другая компания. А это проекты какой-то компании. То есть они не самостоятельны. То есть все бабло рубит какой-то большой дядя. Как очень мир несправедливо устроен. Фотографии всех этих исполнителей. Как они катаются на доске, как они ходят в аквариум, как они кормят оленя.
что они же реально все одинаковые. Это просто обычные модели. Они берут модели и заставляют их петь. Значит, относительно кей-попа. Я, конечно, еще послушаю, постараюсь это понять. Но пока у меня есть стойкая уверенность, что и мальчики, и девочки, они их создают нейросеть. Я думаю, большинство из них не существует. То есть есть, наверное, несколько, которых они иногда показывают, и кто-то там сидит, один какой-нибудь гоблин где-то в подвале и поет все эти песни. Потом их записывают, и все вот эти вот девочки там стонут, слушая вот эту вот всякую хрень. Феномен этой популярности, конечно, совершенно непонятен. Нормальный человек слушать это не станет. Но, тем не менее, это существует. Друзья, значит, вы не видите, но здесь потрясающий огромный бассейн. Это набережная, тоже ничего не видно, потому что здесь немножечко темно. Но здесь, видите, кучу детей бесится после вот этой вот знаменитой сеульской жары. Сейчас 9 вечера, и здесь такой огромный фонтан, в котором можно купаться. Кто-то даже вот круги приносит. Да, не только дети, взрослые. В общем, набережная потрясающая. Потрясающая набережная. Меня упрекнули, что я мало рассказываю хорошего про Сеул. Шикарная набережная. На набережной, во-первых, продают пивас. При этом продают его просто с рук. Какие-то непонятные бичи, которые приехали из Сеульской области на своих телегах с каким-то пивом в ящиках просто. Здесь велодорожки, прокат велосипедов. Слушайте, чего здесь только нет. Просто потрясающая набережная. Особенно в такую жару. Вот этот фонтан. Эти люди приезжают сюда с семьями. В общем, чтобы никто не прыгал с моста, здесь разместили какие-то красивые, милые фотографии. Всякие счастливые моменты из жизни. И по идее, вот если я самоубийца, я должен вот посмотреть на этих жрущих лапшу корейцев, и мне расхочется прыгать. Еще всякие ободряющие надписи, такие вот родители веселые, старики. Еще здесь есть фотографии еды. То есть ты идешь, и тут фотография стейка, и ты такой, ну нафиг, завтра. В Корее вот этот жест означает, что типа, ну держись, я с тобой, дружеский жест такой. В общем, когда чувак вас в Корее вот так вот за щеку будет дергать, это значит, что вас поддерживает. И вот весь мост в таких вот мотиваторах, потому что в Корее народ очень любит самоубиваться. Не надо прыгать, друзья, с моста.